Страх, шок и замешательство. Что происходит в Иране? Рассказываем детали и подробности всего, что сейчас обсуждает мир. Применение ядерного оружия впервые за 80 лет. Иран выходит из договора о нераспространении ядерного оружия. США резко поднимают авиацию и перебрасывают самолеты. Возможно нарушение самого опасного табу в мире. Напряжение нарастает. Мир приближается к новой ядерной гонке. Искусственный интеллект оценил вероятность ядерной войны между Израилем и Ираном. Цифры, максимально приближенные к реальности, покажем. Встреча Трампа с Зеленским. Известно, что просит президент Украины и что говорят в США. Переговоры поставлены на паузу. США и РФ начинают ссориться. Очень плохие новости для Путина. Израильские самолеты уже в Европе. Срочные действия французских властей и экстренные попытки остановить распространение. Российская атака на американский корабль в Балтийском море. Торпеды и мины. Служба внешней разведки России грандиозно провалилась. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Небо над страной закрыто. Израиль полностью взял под контроль Иран с точностью и бесшумно, без промахов и тысяч потерь. За 48 часов израильские ВВС полностью подавили систему ПВО Ирана и заняли воздушное пространство, включая Тегеран. Это не операция, а настоящая стратегическая демонстрация военного превосходства. Теперь мы можем сказать, что добились полного превосходства в воздухе над Тегераном. А теперь вспомним, Россия за 3,5 года не смогла добиться такого над Украиной. Израиль бьет точно, планирует хладнокровно, использует разведданные, а не мобилизованных зэков или старые шахеды. Пока Путин топит свою армию в крови и грязи мясных штурмов, Израиль напоминает, у кого небо, у того и победа. Так воюет в 21 веке, через воздух, интеллект и технологии. Когда ни одна из сторон не контролирует небо, конфликт переходит в позиционную войну на истощение. Когда контроль есть, открывается дорога для оперативной свободы и стратегической инициативы. И если война России стала пособием по провалам, то Израиль — это учебник, как действовать быстро, чисто и без шансов для врага. А кто так не умеет, тот вязнет, слабеет и тонет в бессмысленной войне с сотнями тысяч жертв. А иранский режим похож на путинский. Иран крайне уязвим для враждебной разведки. Причина в исключительной коррумпированности режима. В Иране тем временем казнили Исмаила Фекри. Его обвинили в шпионаже и связях с Моссадом. Израиль везде уже настолько боятся, что даже на выставке в Европе их стенд прикрыли. Оружейников буквально спрятали за черной ширмой на авиасалоне Ле Бурже в Париже. Израиль в бешенстве, но сигнал ясен. Даже на миллиардные контракты уже плевать, если пахнет Газой и Ираном. Позиция французского правительства очень проста. На авиасалоне не допускается демонстрация наступательного военного оружия. Оборонительные виды оружия вполне допустимы. Сотрудница написала на стене, что за ней лучшее ПВО, используемое в войне с Ираном. Ее удалили с выставки, надпись заклеили. Отличный пример французской демократии. А если Израиль боятся даже на выставке, значит он меняет не только фронт, но и весь мир. Вместе с глобальными правилами игры. США тем временем перебрасывают уже второй авианосец к Ирану. И это не учение. По данным Reuters, вместо визита во Вьетнам авианосец «Нимец» разворачивается из Южно-Китайского моря и движется к Ближнему Востоку, чтобы присоединиться к Карлу Винсону. Одновременно США стягивают в Европу 30 самолетов-заправщиков для поддержки боевых вылетов израильских и американских истребителей. Axios сообщает, Израиль напрямую попросил Трампа помочь ударом по подземному ядерному объекту в Фордо. Израиль сам пробить такую цель не сможет. И по инсайду Трамп не отказал. Все это говорит о том, что война США с Ираном становится не сценарием, а подготовкой. Израиль, похоже, всерьез нацелен на демонтаж иранского режима в ноль. От и до. Армия Израиля уже бомбит государственное телевидение в Тегеране. А вот так выглядит нефтезавод в Хайфе после ракетных ударов Ирана. Иран в ответ потихоньку уже начинает угрожать ядеркой. Его представители официально заявили, что дальнейшее выполнение обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия больше не имеет смысла. Кроме этого, Иран официально прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике, прекращает доступ к своим ядерным объектам для инспекций.
С момента пятничного нападения, в результате которого была разрушена надземная часть пилотной установки по обогащению топлива одного из заводов, на которых Иран производил уран, обогащенный до 60% У-235, дополнительного ущерба объекту по обогащению топлива в Натанзе не нанесено. Ситуация может измениться в любой момент. Следите за событиями вместе с Нехта. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы видео продвигалось и еще больше людей узнавали правду. Мир снова вооружается и теперь ядерно. Мировые эксперты по безопасности бьют тревогу. Ядерное разоружение прекращается. Стокгольмский институт мира опубликовал тревожный доклад. Ученые бьют тревогу. Эпоха ядерного разоружения уходит в прошлое. На смену ей приходит новая гонка. Быстрая, хаотичная и куда более опасная. В мире уже почти 10 тысяч ядерных боеголовок готовы к применению. А США и Россия фактически прекратили контроль друг за другом. Военные расходы бьют рекорды. Почти $3 триллиона в год. И к следующему году истекает последний договор об ограничении стратегических вооружений. Дальше лишь бесконтрольная эскалация. Иран, правда, через арабских посредников дает сигнал, готов остановить эскалацию с Израилем и вернуться к переговорам по ядерной программе, но только без вмешательства США. Wall Street Journal отмечает, Тегеран пытается снизить напряжение, несмотря на продолжающиеся удары, и передает, что сдержанность выгодна обеим сторонам. Искусственный интеллект, в свою очередь, оценил вероятность ядерной войны между Израилем и Ираном от 0,5% до 1%. По его расчетам, риск остается низким, но реальным. Особенно в случае удара по ядерной инфраструктуре Ирана. Это первый раз, когда искусственный интеллект дает прогноз на фоне реальной эскалации с потенциальным глобальным эффектом. Президент Ирана призвал весь исламский мир объединиться против Израиля. Мы протягиваем руку братства всем исламским странам. Они наши братья, и большинство из них сегодня с нами. Пришло время для единства. Время для единства пришло, говорит он, а Пакистан закрыл границу с Ираном. На фоне эскалации и угрозы наплыва беженцев страна заблокировала все переходы на 900-километровом участке и на неопределенный срок. При этом торговля и вывоз топлива частично сохраняются, а пакистанские граждане, застрявшие в Иране, могут вернуться. Вот такое единство исламского мира, когда каждый спасается как может. Иногда даже приходится штурмовать границу. Путин был единственным мировым лидером, который поговорил по телефону с Нетаньяху, президентом Ирана, и Дональдом Трампом, пишет The Spectator. Видимо, единственная гордость для россиян на данный момент. США внезапно разрывают диалог с Россией, дипломатические каналы замерзают на глазах. Вашингтон в последний момент отменил очередной раунд консультаций с Россией по восстановлению работы посольств. Переговоры, поставленные на паузу в МИД РФ, уже выразили раздражение и надежду, что пауза не затянется. Но реальность такова. Переговоры, которые с февраля шли с трудом и без прорывов, заморожены. Стороны обсуждали лишь технические детали: передвижение дипломатов, блокировки счетов, банковское обслуживание. По ключевым вопросам, как визы, авиасообщения и возврат дипсобственности, США отказались идти навстречу. Теперь и эти осторожные контакты поставлены на паузу. Россия обвиняет ястребов в Конгрессе и глубинное государство. Но очевидно одно: дипломатические каналы между двумя ядерными державами с каждым месяцем сужаются. Если эта пауза затянется, она может стать финальной. А вот Владимир Зеленский с Трампом встретится уже вот-вот. Это должно произойти на полях саммита Большой Сімерки в Канаді. Тема «Новий оборонний пакет». Одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це. По дороге на саммит Большой Семерки Зеленский посетил Австрию. Австрийские власти предложили свою страну в качестве еще одной площадки для возможной встречи президента Украины с Владимиром Путиным. СВР России снова шокирует всех и разоблачает заговоры. Украина и Европа якобы готовят спектакль с торпедами и минами в Балтийском море. План простой: инсценировать российскую атаку на американский корабль, подкинуть пару советских торпед, одна из которых случайно не взорвется, и выдать это за агрессию Кремля. А потом еще выловить якорные мины для убедительности. По версии СВР, сценарий пишут британцы, исполняют украинцы, помогают североевропейские подельники. Все как всегда: шпионы, заговоры и ни одного доказательства.
Если вы сейчас стоите, то лучше сядьте. Ничего более смешного вы уже не услышите. Россия требует от Украины уничтожить все западное оружие для завершения войны. Все эти излишки должны быть уничтожены, все международные алгоритмы известны, вооружения должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. 1245 тел погибших украинских защитников вернули на родину, но вместе с ними Россия передала и своих солдат, намеренно вперемешку. Глава МВД Украины Игорь Клименко считает это циничный ход, чтобы загрузить украинцев работой и усложнить идентификацию, создать инфошум и набить вес репатриации. Останки порой в разных мешках, изуродованные и даже по частям. Но Украина установит каждое имя. Это не статистика, это люди, герои, отдавшие жизнь за свою страну. В отличие от российских военных, у которых поводов для радости мало, там тех, кто не отдал своей жизни за чемоданчик Путина, считают предателями, а за сдачу в плен могут и посадить. Остается лишь показушная радость на камеру. Начинаем. В свою очередь, российская сторона называет окончательное число переданных тел – 6060. По подсчетам украинских СМИ на выплаты понадобится 90 миллиардов гривен. Это более 2 миллиардов долларов. Теперь обмены будут идти по-новому, не поездами, а колоннами, чтобы ускорить доставку тел. А впереди новая битва за пленных. Зеленский шокирует подробностями. Россия предлагала обменивать военнопленных на депортированных украинских детей. А вот так изменился человек за 3 года в российском плену. Самолет авиакомпании «Азимут» при взлете в аэропорту Внуково буквально начал разваливаться на глазах. Лайнер прямо в воздухе потерял капот правого двигателя. Очередная авария российского суперджета 100. Вот тут, с корнями вообще конкретно нахуй вынесло. Этот внешний. И здесь то же самое. Командир судна, которое направлялось в Батуми, вернулся в аэропорт вылета. Экипажу пришлось еще целый час кружить в зоне ожидания до полной выработки топлива. За последнюю неделю не менее 7 самолетов российских авиакомпаний ломались в воздухе или не могли вылететь из-за технических проблем. Иногда инцидентов происходит по нескольку раз в день. Как в ноябре прошлого года, когда сломалось сразу 5 суперджетов. Вы только посмотрите на этот цирк на воде. Так выглядит взятие Херсона по версии 70-й мотострелковой дивизии РФ. Вместо форсирования Днепра показательное утопление своих же моторных лодок. Российские десантники в темноте устраивают драки, стреляют в воздух, орут матом и методично топят технику друг друга. И это учение. Эксклюзивное видео в распоряжении Нехта. Пока зэки из других подразделений гребут на плотах с палками, эти умельцы хоронят исправные лодки будто специально. А зимой, как рассказывают сами мобики, их сгоняли в воду в полной амуниции и разворачивали лодки, чтобы половина выпала. Вылавливать никто не собирался. Тренировки дикарей на грани военного абсурда. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.